Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о кастомизации смартфонов Xiaomi. Как вы знаете, в прошлом месяце была презентована iOS 26. И многие пользователи компании Xiaomi захотели данную всю кастомизацию перенести на свои аппараты. И я вам хочу сказать, что есть такие возможности в плане тем, как разнообразить свое устройство. В этом видеоролике я вам покажу, что из интересного есть и как это установить. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Как вы понимаете, все сегодняшние темы можно поставить абсолютно на любое устройство компании Xiaomi под управлением HyperOS. Будь то, допустим, Xiaomi 15, будь то, допустим, Redmi Note 13, там Redmi Note 12, соответственно, ну и так далее. Что нам потребуется с вами? Мы будем с вами играться с бэкапами именно приложения темы, которые, в принципе, существуют на сегодняшний день. В целом, игра с бэкапами очень интересная история, то есть вам не нужно качать там какую-нибудь патчер тем, вам не нужно ставить приложуху, которая как бы-то вроде бы подменяет стоковые темы, но при этом там есть определенного рода проблемы именно с отображением. И получается, бэкап нам позволяет установить следующие темы. Ну вот в частности, стиль под iOS 26. Вы можете заметить, что у нас есть так называемый Liquid Glass. Кстати, как говорят, что в HyperOS 3, ну или же кто-то говорит в HyperOS 26, но я в это не особо верю, также добавится этот Liquid Glass. Выглядит в принципе-то интересно, и я могу вам сказать, что поиспользовав вот эту тему и ту, которую вам еще в течение этого видеоролика покажу, могу сказать, что выглядит в принципе очень неплохо. Да, есть китайщина в некоторых моментах, но к этому мы с вами еще придем. Давайте разберемся, что у нас в принципе по данным темам. По настройкам, смотрите, в принципе, ничего тут сверх такого у нас не проявляется. Ну, возможно, меняется лишь только цвета самого шрифта, но это не слишком-то и критично, назовем это так. По рабочему столу замечаете, что у нас проявляются новые такие часы, которые накладываются немного друг на друга, но в этом тоже есть свой такой определенный фетиш. Плюс у нас вверху, как вы видите, появляется островок, но, понятное дело, в настройках его можно подключать. Минус этой темы в том, что она на китайском языке. Если мы с вами зайдем в приложение темы, далее откроем с вами компоненты, дальше выберем с вами стиль блокировки и внизу настройки, мы получаем вот такую билиберду. Но переведя все эти разделы, я пришел к выводу, что они у нас отвечают где-то за текст, где-то отвечают за параметры цвета, который может проявляться, ну и тому подобное. То есть тут особо я ничего не настраивал, хоть тут настроек в принципе-то и многовато, и возможно кто-то под себя что-то тут интересное сможет найти. Вот вы видели, что я это все дело мотал, это все у нас настройки. Но опять же, все то, что вас может заинтересовать в плане кастомизации данной темы, находится непосредственно на экране блокировки. Ну, как вы можете заметить, это некоторые такие у нас параллакс обои, а если мы с вами чуть-чуть подвигаем смартфоном, то они у нас также будут переливаться, то есть такой так называемый 3D эффект. Что нам нужно сделать для того, чтобы открыть настройки этой темы? Мы должны дважды нажать по полоске жестов. И дальше нам проявляется куча всевозможных настроек. Можем с вами убирать, добавлять виджеты, можем с вами, соответственно, играться с цветом шрифта, но я думаю, что белый самый такой оптимальный. Можем также поднастроить и вид отображения даты и дня недели. Опять же, тут можно английский выставить, можно еще как-то иначе поставить. Плюс вы можете кастомизировать, понятное дело, то, как у вас все это будет отображаться в плане. Вот там, допустим, вот так это может быть, вот так. Ну, в любом случае, тут вариантов, большое количество. Кроме этого, если вас такие обои не устраивают, вы их можете, понятное дело, под себя донастроить и кастомизировать. Плюс тут у нас есть такие ползунки, которые, вот смотрите, то, что я и говорил, можно убрать этот островок, если он вам не нужен. Дальше мы можем вот этот параллакс эффект отключить. И дальше еще по настройкам тут у нас есть всевозможные вариации того, как у нас будет происходить наложение обоев и прочего. По другим же настройкам они только для китайского рынка доступны, но я думаю, что и этого в принципе достаточно, чтобы, скажем так, разнообразить свое устройство. Выглядит в принципе неплохо, и я считаю, что в этом что-то есть. И следующая тема также у нас немного с китайщиной, но тоже выглядит весьма очень неплохо. Все так же у нас Liquid Glass, который проявляется в шторке. И действительно, вот мне кажется, что компания Xiaomi сможет это решение реализовать в HyperOS 3.
Получается, что у нас касается самой, в принципе, шторки, давайте посмотрим по компонентам, вернее, по стилю блокировки. Мы с вами нажимаем на настройки, и да, все так же куча всякой китайщины у нас с вами тут находится. Но если мы с вами, опять же, перейдем на экран блокировки, кстати, выглядит тоже очень неплохо, сделаем такой двойной тап, получаем с вами следующее. Во-первых, мы можем с вами выбирать обои, которые будут проявляться на экране блокировки, все так же они выглядят в таком параллакс формате. Дальше тут мы можем с вами выполнять настройку циферок, настройку цветов и прочего. Здесь же мы с вами можем выбирать то, как будет отображаться у нас дата, день недели и прочее. Ну, честно говоря, вот если бы не было вот этой китайщины в этих надписях, вот просто бы этим темам цены бы не было. Но так как бы что есть, то есть. В этом же разделе мы можем дополнительно выбирать, какие у нас будут опции проявляться, там либо же быстрые переходы к погоде и к прочим настройкам. А здесь, как вы уже поняли, у нас можно выбирать обои и тому подобное. В общем, одним словом, если поднастроить себе экран блокировки, выглядеть это будет следующим образом. И согласитесь, это круто. Ну и теперь у вас возникает логичный вопрос, как это все установить. Я вам продемонстрирую это с самого такого начала и по порядку. Получается, для того, чтобы получить все эти бэкапы тем, вам необходимо очистить данные вашего приложения темы. Для этого мы применяем стоковое приложение темы, как обычно, куча рекламы, нажимаем на приложуху, информация, и тут выбираем очистить все. Почему я это делаю? Для того, чтобы бэкап можно потом было восстановить. Ибо если у вас есть текущая там какая-то копия бэкапа, какие-то текущие темы, и вы попытаетесь это восстановить, то, как вы понимаете, будет там ошибка. Не пытайтесь обмануть систему, то есть оно будет работать именно так. И потом не пишите в комментариях, что вот твой способ неправильный, бэкапы не применяются, и сейчас в процессе этого видео вы поймете, что все прекрасно применяется. Версия приложения темы у меня вообще 2.7, какая там 7.15, то есть это вообще старая версия, учитывая то, что сейчас есть совершенно другие версии. Дальше мы с вами заходим в раздел о телефоне, и тут выбираем резервирование и восстановление, после чего нажимаем на мобильное устройство. Если вам дальше повылезают там выдать все это необходимое разрешение, вы, понятное дело, это все выставляете. Далее выбираем галочки с того, что я только что нажал, то есть на сторонних приложениях и других данных системных приложений у вас ничего не должно быть. Далее мы с вами нажимаем раскрыть раздел другие данные системных приложений и листаем до момента, пока не увидим раздел темы. Дальше нажимаем создать резервную копию. Если же у вас приложение темы там относительно ничего не занимает и в принципе оно у вас пустое, то оно у вас будет весить там ну где-то до 7 мегабайт. Отлично, мы с вами это все добро сделали. После чего вам необходимо будет скачать бэкапы приложения темы. Вы это сможете сделать в нашем телеграм-канале. Как только вы скачали этот бэкап, вы должны его сохранить себе в загрузке. Получается, там рядом в телеграме вы нажимаете с файлом на 3 точки и сохранить в загрузке. Далее мы с вами заходим в приложение проводник, ну или же в другую приложуху, которой вы пользуетесь, и переходим в папку MIUI. Тут нас будет интересовать с вами раздел Backup, All Backup, и вот дальше мы смотрим по датам и по времени то, что мы с вами создавали. Почему у меня здесь папки и zip файлы? Потому что как бы-то есть тут тоже определенные моменты. Что касается этих моментов. На некоторых устройствах можно просто сделать резервную копию, и у вас тупо проявится папка, в которой, соответственно, будет лежать ваш бэкап, и вы его дальше будете менять на то, что вы загрузили. Есть же устройства по типу, как вот Xiaomi 15, который создает резервную копию именно в zip файле. И для того, чтобы нам все добро это правильно провернуть, мы с вами должны извлечь файлы из этого zip файла, чтобы получить следующую картину. Дальше мы с вами наблюдаем, что у нас с вами есть, получается, вот файл баг именно темой, и который весит у нас 415 килобайт. Далее мы по нему нажимаем, внизу нажимаем еще и переименовать. И дальше мы с вами должны скопировать вот все это название файла. Вверху нажали копировать и все. Дальше ничего с ним вы не делаете. Но опять же вы можете, в принципе, если у вас там есть какие-то важные копии, важные бэкапы, вы это можете себе куда-нибудь перенести, чтобы у вас этот файл лежал на всякий случай. Если же у вас в этом необходимости нет, вы условно идете в то место, куда вы сохранили бэкап того, чего я вам сегодня показывал. Вот, к примеру, последняя тема получается, она у нас уже переименована, ну и соответственно, если у вас там локализация украинская, если у вас русская локализация, английская,
и на другом языке у вас локализация устройства, то, соответственно, этот файл у вас должен быть с тем названием, которое мы только что скопировали из оригинального резервирования. Как только мы сюда вставили все это дело, удерживаем по файлу, нажимаем еще и выполняем копирование. Опять же, папка MIUI, Backup, All Backup, наше время, получается, которое мы сделали, и вверху нажимаем на галочку. И вот тут теперь важно заменить. Мы с вами это все сделали, замечательно. Возвращаемся обратно в раздел Backup, All Backup, и опять же, тут есть важный момент. Если у вас была папка именно когда вы сделали резервное копирование, то вы дальше заходите в раздел настройки у телефоне и выполняете восстановление. И вам ничего архивировать не нужно. Если же у вас, как в моем случае, изначально был архив, мы с вами делаем следующее. Эту версию архива мы с вами удаляем. Дальше то, что мы с вами скопировали, сколько у нас, 82 мегабайт, это все добро весит, отлично. Мы по этой папке нажимаем, внизу нажимаем еще и добавить в архив. После чего нажимаем ОК. Ничего дополнительно делать не нужно, система сама создает архив. Дальше мы с вами идем в раздел настройки о телефоне, все так же резервирование, восстановление, мобильное устройство. Вверху нажимаем на восстановить, и вот смотрите, у меня есть резервные копии. Получается, это первая тема, это вторая тема, я игрался, ну и третья, чтобы вам продемонстрировать, как это в реальности работает. Дальше по ней нажимаем, у нас система, получается, проверяет чтение и сканирование этого бэкапа. Есть также моменты, как вы сейчас можете наблюдать, что не с первого раза система может прочитать файл, ну или же понять, что мы с вами сделали, и вам просто нужно будет заново проделать все действия в плане создания резервной копии и ее дальнейшего восстановления. Только что у меня был такой один неприятный момент, что система просто выполняла чтение этого файла бэкапа. Но не расстраивайтесь, нужно просто перезайти еще раз в раздел восстановить, после чего этот файлик, ну, сам смартфон сможет прочитать. У меня, в принципе, так это все и произошло. Дальше нажимаю на восстановить и вуаля, смотрите, после всех наших действий мы с вами получаем, я вам покажу сейчас в темах, именно ту вторую тему, которую мы с вами сегодня и рассматривали. Так что если все делать правильно и последовательно по тому, что я вам сегодня показал, вы сможете себе накатывать абсолютно любые бэкапы, что полноценных тем, что шторок, что каких-либо других компонентов. В целом тема рабочая, и этим можно пользоваться. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.